несмотря на вооруженную и информационную войну, развязанную против Сирии, которую ведут вооруженные террористы, Сирия сумела провести выборы в Народный совет. Участие сирийцев в этих выборах – это не просто выбор руководителей Сирии, это та патриотическая позиция, которую продемонстрировали сирийцы. И эти выборы – это вызов всем врагам Сирии, это выбор нами нашего будущего. И несмотря на все трудности, несмотря на вооруженную борьбу против нас, несмотря на все попытки отменить выборы или перенести их, они состоялись. Явка на выборы составила более 51%. Надо сказать, что вооруженные силы и полиция, и простые сирийцы, простые сирийцы, живущие за рубежом, не участвовали в выборах. Выборы прошли прозрачно и честно. Они шли под наблюдением независимых наблюдателей. Выборы прошли на основе закона о выборах и на основе новой конституции Сирийской Республики, которая дала возможность всем политическим силам, всем партиям участвовать в этих выборах. И это действительно произошло. 10 партий участвовали в партии, национальный список включал 10 партий, участвовали и другие партии. Наши избиратели выступают за проведение истинных реформ. Центральная избирательная комиссия сформировала местные избирательные комиссии, и они занимались на избирательных участках, рассматривала все жалобы, поступившие по тому или иному участку. И выборы, однако, на некоторых участках, на многих достаточно участках должны были провести во второй раз, потому что, или ввиду тех жалоб, которые поступали. И это явилось причиной того, что результаты выборов объявляются позже, чем предполагалось. Наши Партия Баас – это та партия, которая вела страну на протяжении всей истории ее независимого развития. Есть и партии Национального фронта. Это коммунистическая партия, которая является старше, чем партия Баас. И эти партии пользуются народной поддержкой также. Это не снижает важности тех новых партий, которые тоже приняли участие в выборах. Эти партии, несмотря на то, что они только начинают свой политический путь, они тоже, я думаю, что они получат свои голоса. И в целом выборы обеспечат прогресс и позитивное развитие Сирии. Что бросилось в глаза, это абсолютное спокойствие народа и абсолютное такое моральное, психологическое благополучие. Никаких взрывов при нашем присутствии, никаких полицейских на наших глазах. Но, к сожалению, после того, как мы уехали на следующий день на той трассе, которую мы проехали в аэропорт, прогремели взрывы, унесшие очень много людей убитыми и много ранившими. И вот здесь, очевидно, напрашивается вопрос. Сегодня стало понятно, что западная коалиция вкупе с арабскими реакционными режимами, действовавшими против Сирии, проиграла. И это отчаянная вылазка оппозиционеров, которые пытаются бросить последний клич, последний призыв, обращение к своим спонсорам, напомнить им о себе. Сегодня уже Турция
активно пытается вылезти из этой ситуации, ищет путей к выходу. Катар делает негласные авансы в адрес Ирана, предлагая выйти из сирийской проблемы взамен на сотрудничество. И как мы видим из других событий на Аравийском полуострове, фронт реакционных режимов сегодня против Сирии развалился. Вот аншлюз Бахрейна это ясно демонстрирует, потому что завтрашний день Аравийского полуострова это продолжение арабского пробуждения против реакционных режимов. Так что можно поздравить сирийский народ, несмотря на отдельные вылазки последних оппозиционеров, в целом можно считать, что сегодня уже свет победы сияет в Сирии, над Сирией. Это благодаря мощным соединенным усилиям России, Китая и Ирана, в том, что последний, кстати говоря, встал на сторону Сирии, сказав, что любое иностранное вмешательство приведет к столкновению с ним напрямую. Это заслуга нынешнего иранского руководства, которое проводит очень жесткую в плане отстаивания независимости себя и своих союзников политику. Поэтому можно поздравить сирийский народ с победой. И всех нас тоже. Единственное, что хотелось бы добавить, сирийский народ действительно жил в полном смысле слова выборами, а не войной. И это было очень четко видно. То есть воодушевление огромное, а главное, огромные ожидания связывают сирийцы с этими выборами. Вот. Причем эти ожидания иногда кажутся такими достаточно наивно-оптимистичными, что вот завтра пройдут выборы и начнется новая жизнь в полном смысле слова. Вот. И, конечно, было очень интересно наблюдать нам выборы не только в столичном округе Дамаске, вот, но и в других провинциях. Вот мы с другим членом нашей делегации Саидом Гафуровым тоже потерялись, как вот Дмитрий Валентинович. Вот, но Дмитрий Валентинович потерялся в Дамаске, а мы потерялись так, что взяли просто машину и поехали по другим сирийским провинциям. Вот, совершенно свободно и спокойно это сделали. То есть я должна сразу сказать, что на самом деле никаких препятствий никому не оказывается, пожалуйста, можешь ехать хоть в Хомс, хоть в Идлиб, хоть в Хаму. Вот. Другое дело, что не в каждом случае принимающая сторона может гарантировать тебе безопасность, но на свой страх и риск, пожалуйста, можешь ехать. То есть никаких препятствий никому не оказывается. Вот. И мы спокойненько совершенно поехали, например, в южную провинцию Сувейда, это самая маленькая сирийская провинция. Вот, значит, она располагается на территории бывшей исторической области Джебель-Друз. Это, в общем-то, друзская по составу населения провинция. Вот, она делегирует в парламент всего 6 депутатов, всего 6 из 250 депутатских мест. Но воодушевление там и ажиотаж совершенно фантастический. То есть принципы голосования те же самые, значит, кандидаты выдвигаются не от партий, вот это очень важно подчеркнуть, потому что сейчас, когда результаты опубликованы, не очень понятно, собственно, кто откуда избран, это совершенно понятно, потому что кандидаты выдвигаются в личном качестве исключительно. То есть если ты знаешь, кто твой фаворит, какую партию он представляет, то, так сказать, ты голосуешь. Вот. По наглядной агитации, по агитации понять невозможно, кто какую партию представляет, потому что по такому негласному соглашению это нигде не указывается в избирательном плакате, нигде не указывается в листовках. Там обычно какой-то обтекаемый лозунг, типа там «дорогой к процветанию» или там «прогресс и обновление». То есть каждый человек, голосующий, он должен знать, в принципе, какую политическую силу представляет тот или иной кандидат. Это, конечно, с одной стороны, сделано в интересах, кстати, оппозиции, конструктивной оппозиции, по ее настоянию. Вот, я полагаю, что даже некоторые кандидаты от запрещенной партии братьев-мусульман на этой основе смогли принять участие и выдвинуться в качестве кандидатов. Вот. Плюс к этому никакой электроники тоже по настоянию оппозиции, потому что оппозиция связывает с любой формой электронного голосования, электронного подсчета почву для нарушений. И, соответственно, любая электроника была отменена. Все исключительно вручную. Вот. И отличительной особенностью Сирии, я боюсь, что в данном случае наше международное сообщество будет по этому поводу что-то вякать, потому что это совершенно не похоже на выборы, как они проходят на Западе. Если мы ставим галочки в бюллетене, да, если мы ставим галочки в книжке в списке избирателей, мы привязаны, фиксированы к каждому конкретному избирательному участку, то в Сирии ничего подобного. Ты можешь
проголосовать на каждом участке, на любом абсолютно, в любой мухафазе, вот, и как бы списков избирателей нет, ты должен от руки вписать свое имя и фамилию. То же самое с кандидатами. Вот представьте себе, столичный округ Дамаск делегирует в парламент 30 с лишним депутатов. Ты должен от руки вписать 30 имен и фамилий в бюллетень. Вот представляете себе, что это такое, да? Значит, вот поэтому подсчет длился 10 дней. Я еще удивляюсь, как подсчитали, потому что на самом деле, значит, кандидаты определяются мягким рейтингом. Значит, после того, как прочитываются все фамилии, наступает период мягкого такого рейтингования. Там, допустим, первые 30 кандидатов, набравших большинство голосов, попадают в парламент, допустим, от Дамаска, 6 от Сувейда и так далее. Вот, то есть система, конечно, очень запутанная, очень неудобная. И, в общем, я в какой-то степени понимаю жалобы, так сказать, Народного фронта Кадры Джамиля на избирательную систему. Я больше чем уверена, что к следующим выборам будут серьезные реформы именно в избирательных так называемых технологиях. На самом деле в Сувейде, у меня такое ощущение, что треть провинции говорит на русском. Там даже в самом городе Сувейда есть общественная организация русских женщин. Вот, то есть очень многие, так сказать, в смешанных браках находятся, очень многие учились в России. Вот, например, господин Малик Мохаммед Али, губернатор Сувейды, он учился в Ужгороде на физическом факультете Ужгородского университета. То есть уровень владения русским языком, то есть никакого затруднения, в общем-то, никакого языкового барьера не было. Хоть мой спутник, так сказать, прекрасно говорит по-арабски, но тем не менее я абсолютно тоже себя чувствовала комфортно. Вот, то есть, как бы, на мой взгляд, как бы нарушений как таковых не было вот именно по сирийским меркам. Все, кто голосовать не хотел, обратите внимание, явка чуть более 50%. То есть все, кто голосовать не хотел, они просто бойкотировали. Последнее, что хотелось бы сказать, это то, что действительно для Сирии в какой-то степени наступает новое время, сами сирийцы в это очень сильно верят. И для меня очень показательно то, что абсолютное молчание мировых СМИ, вот обратите внимание, Сирия, вроде бы выборы, да, должны активно это обсуждать как-то, это самое. Сирия ушла вообще со страниц мировых газет, с интернет-сайтов и так далее. Для меня это очень хороший показатель, потому что для меня гораздо было бы печальнее, если бы сейчас все звенели о сирийских выборах, о том, как там все плохо и так далее. То есть для меня это показатель, что вот такую своеобразную легитимность Сирия в глазах мирового сообщества уже получила, хотя, в общем-то, совершенно не обязана была этого делать. Вот. Но сам факт, что нет никакого вот такого воя о том, что выборы прошли с нарушениями, для меня это показатель.